Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами встречаемся регулярно для того, чтобы сверить подходы, обсудить положение дел в отечественной экономике и ее основные тенденции, а также рассмотреть вопросы, которые имеют важное значение для поддержки деловой и инвестиционной активности в регионах, да и в России в целом. Сегодня предлагаю также сфокусировать внимание на этих темах и хотел бы начать с ключевых макроэкономических индикаторов. Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает, тем не менее, расти. По оценке Минэкономразвития за январь-август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%. Что будет выше среднемировых темпов. Вот по оценкам МВФ рост мирового ВВП ожидается в 2024 году 3,2%. Хороший опережающий тон задает у нас промышленность, в том числе высокотехнологичная. За 8 месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение почти 20%. Такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами. Трудовые коллективы работают уверенно, стабильно. Это подтверждает и ситуация на рынке труда. Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне – 2,4%. Что особенно важно, сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет. Сейчас она менее 9%. Вот за год она снизилась больше, чем на процент, было 11,6%. Вместе с тем, что хочу отметить, в экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Они прежде всего вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны. Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику. Эти факторы отражаются в том числе на динамике потребительских цен. Хотел бы повторить, важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции. Наша задача и на ближайшую, и на более отдаленную перспективу – развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг именно у нас, в России, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях и секторах экономики. Эти задачи находятся в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Отмечу также, что в нем запланировано сокращение так называемого ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу, что в свою очередь должно оказать сдерживающее влияние и на инфляцию. В ходе сегодняшнего совещания предлагаю отдельно обсудить чувствительную, важную тему для наших предпринимателей, для инвестиционных планов бизнеса, вложений в развитие. Имею в виду динамику и структуру корпоративного кредитного портфеля. Напомню, что 2 месяца назад мы с вами рассмотрели вопрос потребительского кредитования. Договорились принять решение, чтобы ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан, а также дополнительно усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере. Знаю, что правительство и Банк России сейчас готовят изменения в законодательство на этот счет. А что касается корпоративного кредитования, то, несмотря на текущие, достаточно высокие процентные ставки в экономике, этот сегмент все-таки продолжает расти, причем быстрыми темпами. Так, с начала года по 1 октября задолженность по кредитам юрлиц увеличилась более чем на 14%. Я думаю, что Эльвира Сахибзадовна сейчас эти данные подтвердит и как-то прокомментирует, или в стоимостном денежном выражении на 10,6 триллиона рублей. Нужно внимательно отслеживать эту динамику.
обеспечивать именно устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля. Причем его структура, то есть сроки кредитов, те отрасли, сектора нашей экономики, куда они привлекаются, должны максимально работать на решение долгосрочных стратегических задач, достижение национальных целей развития. Предлагаю выстроить нашу сегодняшнюю работу с учетом этих соображений. Давайте начнем. Пожалуйста, Ирина Александровна, вам слово.